Всем приветосики. В этот раз мы отправились в Сиань. Едем мы с Чэнду на поезде. Скорость у нас сейчас 250 км в час. У нас всего-навсего будет там, наверное, один полный день и половинка воскресенья. Завтра, скорее всего, мы отправимся смотреть терракотовую армию. Погуляем, посмотрим, что такое сианская кухня. Многие ее нахваливают, говорят, очень вкусно. Ну, сейчас вот скоро приедем и проверим. Ехали в Сиань. Такой вот у нас чумачечий поезд. Добрались мы до Сианя за 4 часа. Поезд едет в среднем со скоростью где-то 245 км в час. По сравнению, вот мы ездили с Пекина в Далянь. Вот едешь, когда с Пекина, ну, во-первых, не очень красиво там вокруг, особо посмотреть нечего. Но, а вот здесь, конечно, красотень вообще обалденская. Реки, горы, эти всякие там дамбы, блин, вообще так обалденно. Огороды, блин, здесь просто вообще космическая красота. Возле Пекина такого мне не удавалось посмотреть, но поснимать тоже мне не очень получилось. Впереди сидела какая-то противная девка, которая закрыла нам шторку. Как тебе дорога? Хорошо, мне очень понравилось, тепло, комфортно, вообще круто на поезде, вообще круто. На таком шикарном автомобиле с панорамным обзором китайском автомобиле мы отправляемся к нам в отель. Город выглядит так неплохо, в принципе, красочно. Сейчас мы только возле вокзала. Такие красивые разноцветные вон домики какие-то, бизнес-центры. Ух ты, какие. Да, симпатичненько так, конечно, симпатичненько, красивый город. Фонарики. Неончик такой везде, красота. Но я там особо не вчитывался, чем тут в Сиане, кроме терракотовой армии. Прикольно, но вот мы проезжаем какую-то вот историческую часть. Я так понимаю, здесь какой-то замок, не замок. Завтра будем смотреть. А, это какие-то вот тут, да, есть башни. Но мы будем их уже завтра, я думаю, читать про них, смотреть, снимать. Ну, выглядит, конечно, красиво. Ну вот мы и приехали, в принципе, в наш райончик, где мы живем. Там вон Food Street, жизнь кипит. Сейчас мы туда пойдем. Мы еще с нашей подругой встретимся здесь. Как раз мы вот заходим на Food Street. Конечно, красочно, куча огоньков. Блин, как тут красиво. Просто обалденная Food Street. Офигеть, это, наверное, самая красивая Food Street, которую вот я видел здесь. Что продают? Ой, ножки какие-то, крылышки, какое-то молочко. Блин, глаза разбегаются. Дамплингсы. Ой, да. Какой гранат, смотрите. Сколько всякой штуки классной. Надо сейчас идти вечером гулять. О, какие лаваши, обалдеть, просто это фантастика. Мы идем, и у меня такое вот отдаленное впечатление, как будто где-то в Турцию попал. Чем-то оно очень похоже. Ой, какой красочный магаз. Просто вообще. Ну, короче, тут можно идти и просто вот внимать, я не знаю, наверное, с утра выходить, начинать с одного угла и заканчивать в другом. Это выйдешь с пузаном обожранной. Эта улица, она вон, я не знаю, нам идти куда-то туда, вот она бесконечная. Ее конца я не вижу. Магазин, тут караоке, у чувихи тут стрим идет. А наваливает как. Ой, вот эти штуки прикольные. Так, наступила у нас суббота, второй день нашего пребывания в Сиане. И мы сейчас отправляемся смотреть терракотовую армию. Времени немного, где-то 2, наверное, часа, я думаю, мы там проведем. Мы посетим 2 основных павильона, после чего отправимся обратно тусить на Food Street нашу
смотреть новые какие-то рестики, новые места. Вчера мы облазили дофига, аж ноги просто вечером гудели. Вкусно покушали и чхуары, и нудлы, с бараниной, с говядиной. Хавка тут обалденнейшая. Сладости тоже восточные, классные, всякие пахлавы там, эти всякие прикольные сладости. Халва, короче, все реально такое вкусное, обалденное. Есть что тут выбрать из сладкого. Классная молочка очень здесь, классные йогурты. Мы вот вчера вечером взяли йогурты покушать. Сегодня мы их поели, обалденнейшие, классные натуральные йогурты. Вчера мы думали на вечер так взять немножко пивасика. Пивасик можно купить только из-под полы. Здесь мусульманский квартал. И алкоголь здесь не продают. Поэтому кому важен будет алкоголь, то лучше заранее где-нибудь прикупить. Мы приехали в терракотовую армию. Вход сюда не дешевый, как оказался. До взрослого 120 кваев стоит. Значит, это в один павильон. Второй 190. И еще пьяуянь. А пьяуянь это кто? Это янчу, это как его... Представление, 10 различных представлений. А, и 10 различных представлений. В общем, короче, сюда недешево так попасть. Если фулл брать, то это на 500 кваев получается. Надо брать с собой паспорт. И билетики продают через Вейсин. Я не знаю, как купить не через Вейсин. Но вот так вот. Сейчас мы будем заходить. В провинции Шанси мы находимся. Здесь расположено около 8 тысяч терракотовых воинов. Построено это все в 209 годах до нашей эры. То есть это уже дофигашечки лет. Это место захоронения императора Китая Цинь Шихуанди. Он объединил все провинции Китая. Да ну не умничай ты, ну умничай. Короче, все не все, но объединил он много. Здесь 8100 примерно статуй полноразмерных. Вот там лошади, всякое такое вот захоронено. Еще он объединил все звенья Великой Китайской стены. За 5 юаней можно сесть в такой вот электрокар. И за 5 юаней доехать до места назначения. Опки. В общем, мы отправляемся к терракотовым армии. И тут снова очередь и снова какой-то чек чего-то, я не знаю. Лицо, не лицо, яйцо. Прошли мы 3-й, по-моему, паспортный контроль. Куда тут идти, фиг его знает. Ну пошли против часовой стрелки. Мы зашли в 1-й павильон. Сразу вон ЮНЕСКО. А вот и воины. Вот они. Блин, слушай, какой он, блин. Насколько оно все выполнено так детально. Обалдеть. И каждая статуя, она уникальна. Она по-своему сделана. Красиво. Это уже по-другому выглядит. А здесь вот изображен процесс, то есть сначала мастера вон делают глину, заготовки, потом это все дело доводилось постепенно до ума, поэтапно, потом переставляли голову, мастера по лицу работали, и дальше это все вот переносили статую в такую печь, дальше обжигали. И дальше художники специально наносили покрытие защитное и краску. Здесь вот то состояние, в котором часть их понаходили, оно же было частично разграблено. Вот такие они полые внутри. Фаворит здесь это вот этот, он просто выглядит такой прям воин. Классно сделанный, блин. Даже лошадей сделали в полный рост. Они реально полноразмерные. Ну и тут тоже вон воины. Тоже каждый воин со своим лицом. То есть нету такой массовой копии. Это, наверное, разные какие были прически у воинов. То есть были такие. Какие-то головные уборы, да. Здесь голова одна. 18 градусов. Поддерживается температура.
Краска сохранилась. Ну и вот тут, в принципе, количество лиц разных, которые тут присутствуют. Ну, это такой насастенький, смотри, прям нос картошка. Ух ты, его еще можно увеличить. Смотри, какой интерактивный, как. Ёлки. Глянь. Класс. Ой, вот этот симпатичный. Смотри, сохранился. Да, это на меня похож. Может, это мой прапрапрадед. Который, ну покажи, какой у тебя. Вот этот. Да, чем? Тут даже есть эти обмундирования. Обалдеть. Латы. Цапля вот такая сделана. Она тоже из глины сделана или из меди? Красиво как. Рыбку? Действительно, она рыбку держит. Блин, как молодцы, как сделали красиво. А, это бронза. Бронза, из бронзы сделана. Были еще, кроме воинов, и вот такие вот статуи. Тоже классно. Смотри, как сделали лица. Это же они еще были тогда покрашены, как красиво они выглядели. Посуда. Здесь статуи из бронзы представлены. Это я в щелочку просочился, можно посмотреть их. Вон даже утка какая красивая. Обалдеть. Лебедь. Что-то же это означает. Одна рука вниз, другая вверх. Не дать, не взять. В общем, красиво здесь, обалденно. Настолько оно все качественно сделано. Монеты династии Цин. Вау. Биткоина. Ой, тут здесь есть комната такая обалденная. Прям тут стоит проектор. И показывают такое шоу какое-то. Закончили мы гулять по первому корпусу, или как он там, павильон. Вышли на улицу, тут такое яркое солнце, классно. Сейчас мы пытаемся найти, где находится главный мавзолей. Потому что это мы побывали в музее, это, конечно, весело, прикольно, но где ж, блин, все вот эти вот эта вот мощь вся. Вот главный павильон. В 2024 году сделали вот эту штуку. То какой-то защитный прикол, короче, не знаю, что это такое. Но вот так оно выглядит. Вон обломки воинов. Я не знаю, где они тут стоят. Вон видно, вон куча обломков внизу. Я не знаю, может это еще не тот какой-то павильон, но пока мы видим вот это, я не знаю, куда тут идти. Их вот так вот потихонечку, помаленечку расколупывают вот эти слои глины и достают части. Вот оно в каком виде все находится. То есть это черепки вот такие, их нумеруют. Вон голова в тазу. Ну я сейчас в легком замешательстве, потому что где же этот павильон со стоячими вот теми воинами, которые на фотках, хрен его знает. Мы зашли, тут вот павильон, где раскопки эти, я не знаю, сейчас попробуем еще поискать. Или это туда был отдельный вход за 190, я не знаю. Вроде разобрались мы, где находится армия. Это вот захоронение номер 2. Мы уже сейчас отсюда будем выходить. Масштабы, конечно, такие. Короче, это не шоурум. Это специальная комната, куда заходят археологи сначала. Вон она наверху.
Я не знаю, что они там делают, переодеваются, потом заходят вот сюда вниз, там есть лифт, это специальная комната для распаковки вот этих вот гробниц, которых тут куча не раскопанных, там специально климат, чтобы максимально сохранить эти скульптуры. Все это оборудование, при помощи которого проводятся эти раскопки. Внутри оно там все в пленке какой-то запечатанное. Скорее всего, есть какой-то процесс, как они это все раскапывают, запечатывают, чтобы законсервировать. С энной попытки, так просто подсказочка, мы-то пошли сразу вон тудысь. Ну, логически как-то или не логически, я не знаю. В общем, то первое место, где мы были, потом вот тут были, но это все не где главный этот вот павильон. Главный павильон, вот он прям вот, как ни странно, перед лицом. И сейчас мы идем в него смотреть терракотовую армию. Вау! Вот оно. Офигеть, каких оно размеров. 给你们看看兵马俑啊。看多少页？ Здесь дальше продолжают раскопки проводить, восстанавливать этих воинов. Так происходит этот процесс. Поэтапно их склеивают. Там уже вон, там какой-то другой процесс, этап процесса точнее. Вон, Data Collection Rio, то есть, значит, тут собирают информацию, восстанавливают их. Везде стоит охрана. Короче, сюда заходить нельзя. Ну, если зайдешь, тебя реально капздец тебе, потому что это национальное наследие. Здесь уже какой-то более поздний этап. То есть видно, что статуи практически восстановлены полностью. Ну, вот тут вот про этот лаборатория какая-то у них специальная. Здесь вон тоже материалы, они все накрыто у них. Полностью восстанавливают. Ну и финальный этап это реставрационный. То есть тут максимально уже те, которые восстановлены скульптуры, их вот доводят до финального этапа. Видно, на лицах краску восстанавливают. Ну и потом это все переедет в музей. В выходе еще повезло. Здесь солнышко освещает статуи. Классно их видно так. В общем, мы посмотрели терракотовую армию. Прикольное место. Музей классный. И в принципе восстановленные есть хорошо. Скульптуры есть. И те, которые еще в процессе восстановления. То есть реально классно здесь место. Сделано все отлично, есть возможность посмотреть эти статуи. Я не знаю, везде ли мы побывали в таких эпичных местах. Тут можно еще погулять по парку, но у нас уже времени нет, потому что мы тут прям в обрез в обрез. На выходе из парка тут традиционно всякие места пожраки, магазинчики. Все типично для Китая. Даже Макдак есть. Мы плавно уже к вечеру переместились на нашу фуд-стрит. Мы уже успели покушать. Сейчас мы ходим, выбираем халву, всякие сувениры. Ну, не сувениры, а жраку в основном. Но второй день, я хочу сказать, мы уже настолько устали. Во-первых, шумно очень. Людей дофигища, но это выходные. Сюда все приезжают, тусуются. Мы так пришли к мнению, что, скорее всего, лучше, наверное, вот так выезжать чисто на выходные. Больше вот 2 дней сложно здесь провести, потому что мозг кипит. Людей валом, все с телефонами, на мопедах, на тук-туках, жрака.
такая, жрака всякая, короче, куча всего, и просто мозг уже плавится. Хочется уже залезть в кровать. Вот это пример. Короче, если вкусно готовят, тут реально вот очередь. Если такая очередь, то стопудняк тут готовят вкусно. Вот эти чувихи, это здесь фотоспот, мы так до него не дошли, где местные девчонки фоткаются в традиционных одеждах. Это просто, блин, я не знаю, у них тут писк моды. Вот еще, не факт, что это девчонка. Скорее всего, это не девчонка, это мальчик. В попе пальчик. Как это все обойти здесь, я не знаю. Тут реально, вот мы по карте смотрели, это даже не то, что вот маленький там сектор какой-то. Тут, наверное, километра 2 в одну сторону, в другую. И вот так вот идут, наверное, 6 полос таких вот улиц. Это очуметь. Я такого нигде не видел еще. Ну, наверное, мало где побывал. Шутка. Еще здесь офигенный гранатовый сок. Гранаты очень вкусные. Вот такой вот сачок делается. Мы на него крепко так подсели. Такой насыщенный, классный, короче, без воды, без ничего. А вот это мотота. Ну, такое, короче, здесь, в общем, яблоко, годжи. Это не инжир, как эта фигня называется, опять забыл. Вот это. Не, вот это. А я не знаю. Блин, опять забыл, короче. Как вот эта херня называется? Я не знаю. Никто, все забыли. И какая-то еще хреновина плавает. Ну, такое по вкусу. Наш узвар гораздо вкуснее. Тетечка уже разливает. Опа. Наш третий день подходит к концу уже. Выходить на улицу сюда на третий день уже просто сложно, потому что из-за количества людей всего увиденного уже энергии не хватает. Хочется куда-нибудь спрятаться, заныкаться от этого шума, гамма, разнообразия всего. Но уже наш отдых подходит к концу, поэтому что я хочу сказать. Здесь нам очень понравилось. Мы селились в мусульманском квартале. Здесь куча хавки, куча всяких там разнообразных. Орехи, еда, я не знаю. Короче, есть здесь все, что только хочешь. Сложно представить, чего тут нету. Короче, мы хотели сходить на пагоду и на стену здесь, но уже сил не хватило. Мы уже реально устали очень. Сегодня мы возвращаемся обратно в Ченду. Ну, а финальное развлечение наше, мы так забежали, чтобы нам нарисовали портреты каждого. Вот так девчонки сидят, зарабатывают по 20 юаней за портрет. На этом, наверное, сеанс заканчивается, и дальше мы возвращаемся в Ченду. Я думаю, в Сиань стоит съездить однозначно, хотя бы поехать увидеть эти терракотовых воинов. Ну, на этом все. Пока-пока.